Yes, so wonderful to be here and great hospitality. Здравствуйте. Сегодня мою лекцию я буду читать на английском языке, поскольку не говорю на русском. Я впервые в Санкт-Петербурге, впервые в этом пространстве. Я очень благодарен за гостеприимство, с которым меня здесь принимают. So I'm going to talk probably about an hour about the theme of virtual reality and computer art. And I'm going to talk about the work from 1979, a long, long time ago, when I was a young man, through to today, and the transition from where I started as a traditional artist to where I am now. Лекция наша сегодня продлится примерно час, и я буду рассказывать о виртуальной реальности и о компьютерном искусстве, и представлять работу, над которой начал я работать в 1979 году, продолжаю работать до сегодняшнего дня, и расскажу о своей трансформации как художника с 70-х годов до сегодняшних дней. So there are many visuals, and hopefully they will tell the story as well. But just to give you an introduction, I'm a professor at Goldsmiths College, which is part of the University of London, in central London. And also the work I'm doing is under the Digital Creativity Lab. And here's a website which has lots of information if you're interested. Я буду показывать очень много видеофрагментов и надеюсь, что они сами по себе будут очень показательные, вы все сами поймете, но несколько слов о себе. Я являюсь профессором в колледже, в Голдсмитовском колледже в университете Лондона, а также работаю для лаборатории Digital Creativity. So, I work in a team, so I'm the artist, and I work with Lance Putnam, who's here with me exhibiting, and also my long-term collaborator, who I work with at IBM, Stevenen Тоддом. Я работаю не один, я работаю в команде, и сегодня здесь присутствует Лэнс Путнам, который является моим соавтором. Также я работаю со Стивеном Тоддом, который является математиком и программистом. So it is a team effort because our aim is to generate living 3D worlds in real time in virtual reality. And so it involves programming, maths, creativity, all blended together. В своей работе мы используем способы передачи трехмерной виртуальной реальности в реальную жизнь, поэтому мы работаем с математическими программами, с Virtual reality. So it's a living, evolutionary world with forms changing shape around one. So we're replacing reality with a super reality. Это одна из тех форм, которые вы можете встретить в виртуальной реальности. Это саморазвивающиеся, эволюционирующие объекты, и мы таким образом как бы замещаем реальность суперреальностью. So the viewer is surrounded by complex forms changing shape, as these images show. Зритель видит перед собой меняющиеся, развивающиеся образы, которые меняют свою форму. But first of all, what I'm going to do is show one piece of video, which is from where we showed our Mutator virtual reality experience in London at a big exhibition, and it gives you an idea of the experience people are getting when they're taken into virtual reality. Для начала я покажу вам фрагмент видео, на котором мы представляем свою работу. Мы представляли ее в Лондоне на довольно большой выставке, и вы увидите, как человек взаимодействует вот с этим, с виртуальной реальностью.
translucent curtains surrounding the viewer, so they're taken into the organic VR world that we're creating. So it's a mixture of VR and physical objects. На некоторых своих выставках я использую не только виртуальную реальность, но и физические объекты, в частности, развешиваю занавесы, на которые проецируются изображения каких-то объектов, и человек взаимодействует таким образом и с виртуальной, и с физической реальностью. So this is the structure of the talk, quite a lot of content. So early work from 1979 through work at IBM Research, and then I worked in the music industry in the UK, in rave music, so I can talk about that a little bit, and then the work I'm doing at Goldsmiths. So I'm involved with many projects, artistic, commercial, all types. Это краткое содержание того, о чем я буду сегодня рассказывать. Сначала о ранних годах творчества, затем о своей работе в корпорации IBM, затем о своей работе с компьютерными играми и также в индустрии, музыкальной индустрии в Англии, затем о своей работе в колледже Goldsmith и с различными проектами художественными, научными и коммерческими. So start with the early work, but this diagram shows the sort of transition of time and what I'm going to talk about today. Итак, несколько слов о ранних годах творчества, о том, как развивалась моя художественная карьера. And in particular, at the end, I'm going to talk about how computer art and science get combined and how exciting things emanate from that combination. В особенности я буду говорить о том, как искусство и компьютеры могут взаимодействовать для того, чтобы соединяться в создании художественных работ. So jumping back to 1979, when I was a student at Oxford University, I was producing geometric drawings, rule-based drawings using classical perspective. And these drawings I'd used to generate hand-drawn animated films. Возвращаясь в 1979 год, я хочу рассказать о том, как я учился. Я учился в Оксфордском университете и в то время делал большое количество рисунков и чертежей, используя классические принципы построения изображений, перспективу. And many of these ideas came from dance choreography. And I did several workshops with a well-known dancer, mapping out the paths that the dancers would take. Многие из этих идей происходили из моей работы с хореографами и были заимствованы из танца. Я работала с хореографом для того, чтобы описать, как танцоры двигаются во время представления. And from these rules, I would create three-dimensional structures, sculptures that would hang in midair. Из этих рисунков, из этих чертежей я создавала затем скульптуры, трехмерные скульптуры, которые подвешивались в воздухе. And sometimes even the shadows would be beautiful, referencing people like Man Ray. Довольно часто даже тени, которые отбрасывали эти объекты, были частью инсталляции, были очень красивыми. And these were, in many ways, anticipating the 3D geometry that I would be doing in computer space years later. Во многом эти работы предвосхитили компьютерную 3D-графику, которую я затем использовал в позднейшей работе. So these are other forms. However, there was a major influence on my work, which was Russian constructivism. Большое влияние на мою работу, на мое творчество оказал русский конструктивизм. And in particular, Garbo and Hebsen. So very early, strong influence. So, особенно работы Пепснера и Габо. So then what happened was I did a postgraduate course at the Royal College of Art in central London, and I started to develop new rules for drawing. And these rules were evolutionary rules, and I produced these large-scale drawings which show evolutionary paths produced using rules. Затем я поступила в аспирантуру в Royal Art College в Лондоне и занялся вот такими вот рисунками, которые показывают эволюцию неких предметов, неких событий.
And the Royal College was near the Natural History Museum, so I spent a lot of time looking at natural forms, which inspired me to produce these evolutionary drawings. Я выяснил, что, используя эти инструменты, можно не только имитировать формы молекул, но можно также и создавать изображения органических неких форм, например, вот такие рога. And we could have recursion, and one could combine the grammar in different ways to create synthetic forms that started to look like the forms that I've been looking at in the Natural History Museum years before. Используя рекурсию, различные инструменты, можно было объединять и воспроизводить эти формы, и в результате получались некие предметы, объекты, которые очень сильно напоминали те формы, которые я встречала в Музее натуральной истории. But there's also a great irony, because the forms look organic, but they're synthetic at the same time. Ирония состояла в том, что, несмотря на то, что выглядели эти предметы как натуральные, природные, они были полностью синтетическими. And so what was happening was that I would breed variants and create these big evolutionary trees. Мы создавали самые различные варианты одной и той же формы, производили вот такие эволюционные деревья. And as soon as you have a parameterized structure, you are exploring a vast multi-dimensional space of possible forms. They all exist there, millions and millions, and using evolution, you're taking a track through that multi-dimensional space. Вы работали в пространстве со многими измерениями, в котором были представлены все возможные пути развития различных форм. И программа позволяла проследить эволюцию этих форм. Because I knew within this space there would be interesting forms like this waiting to be discovered. Я знала, что в этом пространстве со многими измерениями существовали формы, подобные, например, вот этой, которые только ждали, когда же мы наконец их обнаружим. So these were three-dimensional. You could turn them around, you could spin them in computer space. Это были объемные 3D изображения, которые можно было поворачивать. But they have no substance. И рассматривать, однако они были не физическими. They're ghosts of sculptures. They're like ideas. Они были призраками скульптур, идеями скульптур. And the idea was that I, as the artist, became like a gardener, deciding what would survive, what would breed. So it was like an evolution by aesthetics. Я как художник выступал в роли садовника, поскольку я выбирал, какие формы сохранить, какие прополоть, какие скрестить между собой. And this was some of the coverage that we received. This was Scientific American. So we had a lot of exposure, a lot of interest in this work. Наша работа привлекла огромный интерес научного сообщества. Это одна из статей, которая была опубликована о нашей работе в американском журнале. And we had exhibitions that toured to Australia, Japan, Germany, and over a period of time, people seemed to like the forms. Мы организовали выставку, которая путешествовала по разным странам. Она побывала в Японии, в Германии, в Австралии и продолжалась не один год, потому что людям, видимо, нравилась такая форма искусства. So IBM were interested in the software from another perspective. So what they were interested in was trying to use the Mutator code as a subjective user interface for designers to come up with original ideas. Компания IBM, для которой я работал, была заинтересована в развитии этой компьютерной программы, которая называлась Mutator. Мутатор. С другой точки зрения, им было интересно применить эту технологию для создания интерфейса в программе, в дизайнерской программе, чтобы дизайнеры могли воплощать свои различные идеи. So the idea here is that if you're an architect, you start with that form and then breed all these variants. Здесь вы видите программу, которая предлагает дизайнеру использовать различные формы, совмещать их и смотреть, какие получаются результаты. And sometimes the computer would come up with
excellent forms like Frank Lloyd Wright, great architecture. Часто сам компьютер предлагал гениальные идеи, похожие на идеи Райта или каких-то других архитекторов. And Picasso type buildings. And I showed this, I presented at the Royal Institute of Architecture in England and presented this and told them that they would all be out of a job. And they were very unhappy. Я представила эту программу в Королевском институте архитектуры в Лондоне и сказал, что очень скоро компьютеры сменят на своем полностью упразднят работу архитекторов. Конечно, они были очень расстроены этой перспективой. And people, I find it very uncomfortable when you challenge the idea of how good human creativity is. Я обнаружил, что многие довольно прохладно относятся к идее, что компьютер может заменить живых людей в их профессии. And I reminded them that architecture is an evolution also. Однако мне пришлось им напомнить, что архитектура это тоже некий эволюционный процесс. So this was sort of, and then years later we did a 3D version. So. Спустя несколько лет мы разработали следующую версию программы, в которой уже можно было представлять объекты в 3D. So then, what happened in 1993? There was a recession, and IBM scaled back, and they closed their research centers. And I had to make a decision: do I go back to academia and research, or do I go into entertainment? В 1993 году случился кризис, IBM пришлось закрыть все свои исследовательские центры, поэтому мне пришлось выбирать, кем дальше стать, заняться ли искусством и развлечениями, либо бизнесом. So then what happened was I started a studio in Soho, in the top of the building, there were 3 programmers, and what had happened was that all the videos and films that we'd made at IBM had developed a cult following in the rave music scene. Я основал студию, компьютерную студию вместе с 3 другими коллегами в Сохо. Очень интересно, что наследие IBM оказало большое влияние на музыкальную, на рейв-культуру в части видеоряда. And there was a band in particular called The Shaman, who made a great record called Love, Sex, Intelligence. And I'd always been interested in craft work. It was the idea of crafting music using software. Существовала одна группа под названием Shaman, которая особенно была заинтересована в использовании вот этой эстетики. Они сделали замечательный альбом Love, Sex, Intelligence и также очень интересовались применением компьютерных технологий в создании музыки. So I went from IBM into rave culture, working with bands, groups, crazy time. Поэтому после работы в IBM я полностью погрузился в рейв-культуру, работая с различными группами. В общем, был довольно дикий период жизни. And so I ended up directing music videos, arranging concerts, good fun. Я снимал видеоклипы, организовывал концерты, хорошее было время. These are some of the visuals that we were producing at that time. Это некоторые видеоклипы, образцы видео, которые мы в то время делали. And the band took a lot of drugs, and they said there was with certain drugs they always saw my forms. Поскольку представители этой музыкальной группы принимали довольно много наркотиков, они всегда говорили, что под наркотиками они очень часто видели формы, подобные тому, что я создавал. I'm not into drugs. Я, к сожалению, не пробовал, поэтому не могу сказать. So these were more album covers we made. Это еще несколько обложек альбомов, которые мы вместе создали. And then I was approached by Warner Brothers, who had seen all the organic work that we'd done at IBM, to produce a popular version for early PCs, IBM 486 machines. Затем ко мне обратилась компания Warner Brothers, которая знала о моей работе для IBM и предложила адаптировать ее для персональных компьютеров. And
This was like an art package that could also be used as a screensaver, and it went very, very wide. It was very, very popular. Эти изображения были использованы в обложке программ, а также могли использоваться как скринсейверы. So it was like an app, but 20 years too early. Современное искусство на 20 лет раньше. В смысле, это как приложение, которое сейчас используется, однако 20 лет назад. Also at that time, we were approached by Virgin Interactive to make a game using characters based on the idea of genetic mutation. And this was a #1 hit, and people could email the DNA of their characters to others. And so this was a little bit like Will Wright's Spore game, but again, 10 years earlier. Кроме того, в то же время ко мне обратились представители Virgin Entertainment для того, чтобы разработать дизайн персонажей для компьютерной игры, в которой мы могли использовать мутации ДНК и по-разному менять своих персонажей, а потом послать их по почте для тех, с кем вы играли, и таким образом делиться результатами игры. То есть опять очень ранняя версия того, что сейчас используется в компьютерных играх. This was another album we did, very popular record. But then also what happened was that Universal Studios rang me up and said, we really like your organic work that you did at IBM. Will you produce a sequel to the film The Thing, which has an alien which is very, very grotesque, changes shape. Will you do the sequel to the film as a game for us? Затем ко мне обратились представители компании Universal, которые тоже знали мои работы для IBM, которым очень понравились мои работы с органическими формами. Мне предложили создать сиквел фильму «Нечто» в виде компьютерной игры. So by that time I was employing 70 people working on these big projects, and these were multi-million-dollar projects. В то время на меня уже работали 70 человек, и мы проворачивали проекты на многие миллионы долларов. But all the time I was getting further and further away from what interested me most. New projects would be presented, they were always exciting, but always I knew the art was where my core interest was. Однако, чем больше я работала, тем дальше я отходила от своего первоначального замысла, от своих работ как художника. Каждый новый проект был очень интересным и вдохновлял меня, однако к своему творчеству я никак не мог вернуться. So I found that the world of entertainment enjoyable but quite seductive. You know, a lot of money, posh hotels, but ultimately a little boring. Так я открыла для себя, что индустрия развлечений, конечно, приносит много денег, все это очень интересно, замечательно, но довольно скучно. So these were other images from that game. And then finally, in 2007, I became a professor at Goldsmiths, University of London. Предыдущие изображения были еще несколькими образцами компьютерных персонажей, которые мы разработали для игры «Нечто». В 2007 году я стал профессором в колледже Goldsmith. And then I started collaborating again with Stivenen Тоддом, who was pleased to start working with me again after a long, long gap. И в это время я вернулся к сотрудничеству со Стивеном Тоддом, который был очень рад опять работать со мной после длинного перерыва. But this time, computers were much more powerful, and we could do live generation of the graphics. And we rewrote the code that we'd written many years ago for the new systems. К этому времени компьютеры стали уже намного более мощными, чем 20 лет назад, поэтому мы решили переписать код первоначальной программы для того, чтобы использовать генерирование различных графических объектов в режиме онлайн. And so this time around we quite quickly started to put on exhibitions using touch screens where people would pick and breed the forms like many years before, and the images would be projected huge in real time. Довольно скоро мы стали устраивать различные выставки, на которых использовали тачскрины, с помощью которых посетители могли генерировать различные новые формы, смешивать их между собой. Результаты их действий проектировались на большие экраны в живом времени. So these were some of the forms, and
we used the same grammar from before, the same language. Мы использовали ровно тот же изобразительный язык, те же самые системы, которые использовали первоначально. Получались вот такие вот объекты. The same idea of navigating space, multidimensional parameter space. Использовалась все та же самая идея навигации в пространстве с многими измерениями. Generated 48 children at a time, and one of the things that was interesting this time round was that it was a little bit like the ink block test. So with the ink block test, which is a psychological test, you see content, you see imagery. And the idea was that even the forms that I'm creating can be interpreted in many, many ways. Мы использовали также формы, которые используются в известном тесте Роршаха, которые имеют зеркальное отображение и могут интерпретироваться самым разным образом, в них видны какие-то скрытые значения. И я тоже хотела обратить внимание на то, что получаемые в результате программы объекты могут интерпретироваться совершенно по-разному, могут иметь самые разные уровни значений. So people would see many forms in this virtual space, things like plants, coral. В этом виртуальном пространстве люди могли видеть самые разнообразные формы, напоминающие растения, кораллы. And they would pick the ones that they liked. So they were playing a role in the artwork with me as the artist. Зритель сам выбирал те формы, которые ему нравились, таким образом выступал наравне с художником, создателем произведения. Some forms would remind people of pond life, others of Rococo, classical imagery. I would always breed from forms that look like paisley patterns. Можно было выбрать из форм, которые напоминали подводный мир, можно было выбрать какие-то формы, напоминающие искусство рококо. Я всегда предпочитала работать с индийскими огурцами. I like forms that look like Greek helmets. So these were all the things that people would see when looking at these evolutionary forms. Можно было выбрать, например, вот такие вот шлемы или еще что-то и поместить их в программу, которая способствует дальнейшей эволюции, развитию. Plants and even heavy metal imagery. Были там и растения, и образы, связанные с культурой heavy metal. So the human mind is very, very fast at processing images. Человеческий мозг очень быстро обрабатывает изображения, которые получает. So the question that we then started working on was, could the machine replace the artist or the viewer in making that selection? Поэтому следующим вопросом, над которым мы стали работать, был вопрос о том, может ли машина заместить художника в этом процессе отбора. So this is a very hard problem, and computer vision is still quite limited. But we made some progress by defining some aesthetic rules that I was using when selecting forms, which would cull out the forms that were not good. It would start to make some automated selection. Это довольно сложная проблема, которая до сих пор еще не решена в компьютерных науках. Мне пришлось разработать некую систему правил, которые я использовала, когда выбирал изначально некие формы, правила, по которым какие-то объекты считались бы некрасивыми, неподходящими. And I remember my conversations with Benoit Mandelbrot of Yorktown Heights, who had this idea that beauty could be measured using a fractal dimension. Я помню свои разговоры, свои дискуссии с Мандельбротом, который говорил, что красоту можно описать в терминах, в научных терминах, например, используя понятие фрактала. So this is all leading to a point where the machine would make art with no need of any human involvement. Все это подводило нас к вопросу о том, может ли машина создавать искусство без участия человека. But our work was quite limited, but now we're working again on that theme. It's a very, very hard challenge. К сожалению, много времени тогда мы не могли посвятить этому вопросу, но сейчас я опять возвращаюсь к нему и работаю над тем, чтобы достичь каких-то новых результатов. Then what happened was virtual reality arrived again, and in particular the HTC Vive headset. It's a very powerful device with a very
good quality screen came along, and that suddenly gave us what we've been waiting for, to take the viewer into the virtual space. А затем опять наступил период работы с виртуальной реальностью. В 2016 году был изобретен очень удачный инструмент для работы с виртуальной реальностью HTC Vive, который обладает очень хорошим чувствительным экраном и позволяет поместить зрителя в пространство виртуальной реальности. So the viewer is in the middle of the virtual jungle. Например, здесь зритель помещается в центр виртуальных джунглей. So this is quite a challenge. So in terms of art theory, what's interesting is that normally you have the viewer and the content, and the content is received by the viewer. So top left, the person stands in front of the painting, and you have this clear distinction between the viewer and the content. So the artist is the genius, and the viewer is the recipient of that artwork. Это довольно сложный, довольно интересный вопрос. В теории искусства у нас есть противопоставление зрителя и художника. Зритель, который воспринимает объект искусства, и художник, который его продуцирует. But in VR, the person is in the content, is the content, and makes the content. Однако в виртуальной реальности зритель является внутри содержания произведения, он является самим содержанием произведения искусства, и он сам создает это произведение искусства. And this is an idea that many people in the art world are very uncomfortable with. И это та самая идея, которая очень не нравится многим представителям художественного мира. So, our team has produced 2 VR experiences, which we're showing here in St. Petersburg. Наша команда разработала 2 объекта, предметы виртуальной реальности, которые вы можете увидеть здесь, в Санкт-Петербурге. Which I'll talk about now. There's one called mutation space and one called vortex. Один объект называется пространство мутации, изменений, второй называется vortex. So in mutation space, you have 2 controllers, if you remember in the first video, that enables you to interact with the scene. So if you pull a trigger, the form starts to mutate and change shape, and the viewer controls that. Что такое пространство мутации? Это 2 пульта управления, прикасаясь к которым зритель изменяет те формы, которые видит. And then another controller creates cuts a negative space around the person's hand and head. And the reason for that is that if you have these big organic forms, it's very, very dense. It's like being in a forest. You're completely hemmed in. So we had to find a way of cutting space around so you could actually see. Второй пульт создает негативное, отрицательное пространство вокруг головы и руки зрителя, потому что эти вот виртуальные формы, они очень плотно окружают человека, и нужно создать некое пространство для него, чтобы он мог спокойно передвигаться. Also, virtual reality is very dark, so we had to give the viewer 2 torches, one on their head, like a miner or a diver, and another on their hand. Кроме того, виртуальное пространство довольно темное, поэтому нам нужно привнести в него свет, и на голове у зрителя, а также на его руке устанавливаются очень мощные фонарики. So lighting, like paintings in the past, is very, very important and very dramatic. Освещение, как и в традиционной живописи, несет очень большую смысловую нагрузку. And walking in the space with the torch really enhances the realism. Передвижение в пространстве с фонариком в руках или с источником света в руках очень усиливает реалистичность восприятия. There's another control where the person can make the room very, very big or very, very small, like Alice in Wonderland, where she drinks the potion and she becomes enormous and then she becomes small. So we can play with scale in very interesting ways. Еще один инструмент на пульте управления позволяет сжимать или раздвигать пространство вокруг зрителя, как будто Алиса находится в стране чудес, она может расти, уменьшаться, и таким образом тоже меняется восприятие.
So one of the effects, which is very powerful, is that the viewer can feel like their head is in a box. Очень интересное ощущение возникает у зрителя, когда они чувствуют, что их голова находится в ящике. Or they're in a space with an enormous form. Или в огромном пространстве, свободном от всего. And this idea references people like the Greeks, the listening room. And we also put mirrors on the walls as well to enhance the richness. Эта идея перекликается с произведением Магрита «Комната для слушания». И также для того, чтобы усилить эффект, мы расположили огромное количество зеркал вокруг зрителя. And also, one can do things like Magritte, you can distort perspective, you can distort reality. Кроме того, можно всячески искажать и изменять реальность, как, например, в рисунках Эшера. One thing that I found very, very important is to emulate some of the way forms move in reality. So the way sea anemone moves is very, very important, to have lots of movement at a very detailed level. Очень важно имитировать движение, которое бы напоминало движение в природе, в натуральных предметах, для того, чтобы, опять-таки, усилить эффект воздействия на зрителя. This is some of the drawings we use to try and work out how that will work in terms of software. Это наши рабочие рисунки, которые мы используем для того, чтобы разработать программные аналоги движения, например, таких живых объектов. Also referencing art, there are many similarities between what we're doing and surrealism. There are many, many similarities. So, for example, in surrealism, you have very strong use of texture, and so we use strong texture. So there are many, many parallels. The idea of it's a kind of super reality, the same sort of space that the surrealists were interested in. Наше искусство очень сильно перекликается с искусством сюрреализма, потому что мы создаем суперреальность, примерно то же самое, что можно увидеть в работах сюрреалистов. So people like Max Ernst using frottage to generate random textures. Как, например, в работах Макса Эрнста, который также генерировал различные текстуры. And also there's no gravity, like many surrealists, the objects are floating. В нашем виртуальном пространстве предметы плавают в невесомости, и отсутствие невесомости – это то, что роднит нас, например, с работами Магрита. And the use of chance is very, very important. The random variation will suddenly make the form grow in a different way. Кроме того, для виртуальной реальности очень важно взаимодействие со случайностью. Все, что происходит, очень часто изменяется совершенно случайным образом. And also in terms of composition, very interesting. Some of it can be quite like an epic experience. So it's interesting. Some of the composition is similar to things like Bruegel. It's interesting. You have Bruegel fighting all the demons, the saint fighting the demons. It's a similar sort of chaotic composition where there's no sense of up or down. С точки зрения композиции, наши работы тоже часто перекликаются с традиционным искусством, потому что в виртуальной реальности можете получить впечатление каких-то эпических сцен битв, которые напоминают картины Брейгеля или Босха. And a similar composition to the surrealist painter Matter, who I was lucky to know for many years. Similar type of composition. Я на протяжении многих лет был знаком с таким художником, как Матта, тоже сюрреалистом, и наши объекты в виртуальной реальности по композиции можно сравнить с его работами. Sometimes it can be a little bit like flower arranging, to try and make sure that the viewer can actually see what's interesting. Еще несколько источников вдохновения. Среди них научно-художественных, которые используют вот такие вот рисунки. Good. So this is a kind of summary where we try and present a list of things that are real and things that are unreal. And what's interesting is that you get this mixture of things like shadows, they behave like normal shadows, and then you mix in with unreal. It creates a very, very rich experience.
В этой таблице представлены те формы, те темы и текстуры, которые мы стараемся сделать как можно более реалистичными и, наоборот, нереальными, для того, чтобы создавать драматический эффект. And there are many technical challenges that we encounter, such as textures being very high frequency. Sometimes people pick up the mutating form and then put it through the wall and leave it next door. And no one can find it because they've put it through this wall, which is transparent. No, not transparent, it's invisible, so the just can't see it. Как вы понимаете, при создании такого искусства возникает очень много технических проблем. Например, те изображения, которые создаются, они кроме того, многие люди создают какие-то объекты, которые они пытаются перенести за стену, которые проецируются в изображении, потому что они не имеют физического пространства. Sometimes a challenge that they often work late at night in virtual reality, 2 hours, and then go to sleep, and then I have a nightmare, and then I'm looking for the controls. After a while, you can't tell the difference between reality, dream space, and virtual reality. Сейчас, когда работаю в виртуальной реальности очень долго, например, ночью, после 2 часов, мне начинают сниться страшные кошмары, потому что я не могу найти пункты управления, не могу выйти из этой реальности. То есть очень там грань между реальным миром, между миром снов, между виртуальной реальностью. Поэтому в виртуальной реальности возникает очень много психологических проблем, аспектов, над которыми тоже интересно работать. So talking now about vortex, which Lance leads on, this is a different experience in that you're surrounded by living entities that are swimming around you, and you interact with them like a diver does at night when you're diving, and if you pull the trigger, they will all come towards you and swirl around you and look at you. And if you release the trigger, then they'll go away. And so it's a very, very rich experience because you actually feel like these things are living entities. Вторая часть нашего проекта называется Vortex. Это пространство, в котором вы окружены имитацией живых организмов. Вы нажимаете на одну кнопку, они начинают стекаться к вам, и вы чувствуете себя как будто дайвер, который ночью ныряет в море. Нажимаете на другую кнопку, и они расплываются и плавают сами по себе. What Lance is using is some very complex maths to do with force fields, and so all the organic forms are being driven on these force fields. Это та часть проекта, на которой работает Lance. Несмотря на то, что все это очень похоже на живые органические объекты, все это является результатом сложных математических вычислений. So here we see the view in VR. These are the 2 controllers, and you can see all the things moving around. And as I mentioned, little like diving. Это немного напоминает, как я говорил, картинку, которую видит дайвер. Когда вы нажимаете на различные кнопки на пульте управления, эти живые формы по-разному двигаются вокруг вас. So Vortex shows a strong influence from science fiction. So this was a book cover I did many years for Bruce Sterling. However, this sense of realism like science fiction, what we find is sometimes viewers experience shock, vertigo, and moments of fear. В своей работе над этой частью проекта, как вы видите, я также вдохновлялся работами Гигера. Рядом была изображена обложка книги, которую я когда-то сделал для писателя научных фантастов. Some of the drawings that we use when we're working to Это некоторые рисунки, которые мы используем в работе над созданием имитации живых объектов. So other influences, very quickly, the work returns to the Renaissance because it is all about perspective. Еще несколько слов об источниках вдохновения в этой части работы. Они во многом напоминают работы Ренессанса, потому что используют те же принципы и перспективы. And
as I mentioned, links into psychology. And another area that I'm working in is with a group at the Department of Cognitive Neuroscience at UCL, and I have a team of programmers developing games for people with aphasia, dementia, neglect. Он то есть сотрудничает с отделом когнитивной нейропсихологии, отделом, который разрабатывает игры для людей с различными расстройствами типа афазии, потери памяти или дефицита внимания, которые помогают исследовать различные аспекты работы человеческого мозга и дают тоже очень богатый материал для исследований. Which will feed back into the artwork. Результаты этого сотрудничества используются затем в создании художественных объектов. So another area we work on is using Connect, capturing human body movements, not just 3 points from the head, and we're now starting to work with a performance artist to try and get more input from the viewer. Кроме того, мы собираемся работать с системой Kinect, снятие человеческих движений, не только того, что видит человек, но и для того, чтобы имитировать движение. И мы собираемся работать с художниками, которые устраивают перформансы, для того, чтобы и эту часть тоже вовлечь в свои работы. So these are things that we're working on now as we move forward, trying to create shared VR spaces. So in Vortex, you could have 4 people in different parts of the world, all in the same space. Мы работаем сейчас над созданием возможности включения в пространство виртуальной реальности нескольких пользователей. Например, вот в программе Mutator VR, до 4 человек одновременно может присутствовать. And using machine learning to automatically customize the VR experience that the human is engaged with. Используя принципы машинного обучения, мы пытаемся максимально приблизить зрителей виртуальной реальности, сделать их наиболее кастомизированными, то есть чтобы каждый человек получал свой собственный опыт. So the human will be in the world of the machine. Чтобы человек почувствовал себя полностью погруженным в мир машин. So very quickly talking about art, so ready-made art with people like Damien Hirst, many very, very popular. To me, that is going nowhere. That is a dead end. Marcel Duchamp did ready-made art very, very well in 1917. So this is, and in the UK, and particularly the US, the auction room is dominating the way artists are working. Если мы вернемся к обсуждению искусства, я считаю, что такое направление развития искусства, как ready-made или бытовые предметы, которые начинают оформляться как произведения искусства, такие художники, как Дэмиан Хёрст или Марсель Дюшамп, это не прорыв, не шаг вперед, а наоборот регресс искусства. В частности, в Великобритании аукционы начинают диктовать художникам то, как они должны работать. And much of ready-made art is about the denial of function. So Marcel Duchamp's urinal cannot be used as a urinal. Damien Hirst's dead animals in tanks, they can't operate as animals. It's all about killing off function. Я считаю, что объекты ready-made, сутью их является отрицание функциональности. В частности, унитаз Дюшампа уже не может использоваться как унитаз. Или мертвые животные Хёрста, это уже не животные. Our work is a celebration of function. Наша же работа, напротив, является триумфом функциональности. To maximize what we can get from the computer and human invention to achieve what we can achieve. Потому что мы максимально используем компьютерные мощности и те возможности, которые он предоставляет. But the art world hates this type of work because you can have millions and millions of copies and variations. No single original to sell. Однако художественный мир ненавидит такие виды произведений искусства, потому что здесь могут существовать миллионы и миллионы копий. Нет уникального объекта, который можно продать. So very, very quickly, just in protein structures.
And very, very early on, when they started working with us, they said, William, the forms that you produce are very similar to the protein structures that we're working with on a daily basis. В частности, мы работаем с группой ученых, которые занимаются биоинформатикой. Они занимаются в том числе с протеинами, и в какой-то момент профессор Майк Стендер заметил, что мои формы, которые я создаю, очень сильно напоминают протеиновые структуры. So by accident, there's more close similarities in the natural world than we anticipated. Поэтому совершенно случайно мы открыли куда больше сходства с естественным миром, с реальностью, чем мы ожидали. And very quickly we work with another group at Oxford University, which is to visualize a lot of complex data that they have for the very first time. Кроме того, мы работаем с группой ученых, которые приписаны к медицинскому центру в Оксфорде и университете. Используем свою программу для того, чтобы визуализировать некие полученные ими медицинские данные, которые они видят в таком представлении впервые. So there's the art boosts the science innovation, and the science innovation boosts the art. It's a close relationship. Вы видите, насколько тесная связь между наукой и искусством, и как развитие науки усиливает и питает развитие искусства. So this is another image from one of the science projects. Это еще один пример нашего сотрудничества с научными группами. So just to finish, so the work is very broad. It covers many, many areas. It's just some of the influences that come into Mutator VR, and I'm happy to answer any questions. Но в заключение еще несколько слов о том, что такое проект Mutator, виртуальная реальность, и о его связи с различными направлениями в искусстве. Вы видите, насколько разнообразные сферы жизни и искусства оказывают влияние на наше творчество. Если у вас есть какие-то вопросы, буду рада ответить на них.